Путин отказался от встречи с Зеленским. Срыв переговоров в Стамбуле. Германия готовится присоединиться к координированным действиям против России. Новый канцлер Мерц направил резкие сигналы Путину. Какие меры он предлагает? В Литве прозвучал призыв не бояться ядерного оружия. Обращение Дали Грибаускайте прозвучало на фоне крупных учений НАТО и заявлений Москвы о готовности к отражению атак. Путин отменил визит в Турцию. С кем пройдут ключевые переговоры в Стамбуле? Оставайтесь с нами. Всем привет. Это Протек, коротко и по делу о самом важном. Пишите мнение в комментариях и отвечайте на мои вопросы. Поехали. Повторится ли атака на Крымский мост? В Украине этот вопрос снова актуален. Переправа остается важной логистической точкой для российской армии, но сейчас она все больше воспринимается как объект с символическим и стратегическим весом, так считает Андрей Рыженко, капитан первого ранга и бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины. По его словам, у украинской армии есть все необходимое для нанесения удара по мосту, а россияне серьезно укрепили его, что свидетельствует об адаптации обеих сторон. Он также высказался, стоит ли наносить удар сейчас. Вот что он говорит. Помимо военного значения, мост стал политическим фактором. Возможно, он используется как предмет для торга в переговорах о прекращении огня. Также он заметил, что Трамп старается избегать шагов, которые могли бы вызвать раздражение у Путина. Если бы мост был атакован, это поставило бы крест на любых мирных инициативах. Рыженко, уроженец Севастополя, выпускник ЧВМУ и слушатель курсов офицеров ВМС США, отлично знает полуостров. Он отмечает, что основные силы российского флота ушли, но в Крыму остается около 200 судов, в основном вспомогательных. Лишь несколько десятков кораблей и катеров разных типов готовы выполнять ключевые задачи, в том числе блокировать Черное море. Они могут уничтожить любое гражданское судно, идущее в сторону Украины за пределами территориальных вод стран НАТО. НАТО усиливает давление, в Литве начались масштабные маневры. В Москве считают, что это направлено против России и готовятся ответить. Замглавы МИД РФ Грушко сообщил, что восстанавливаются 2 военных округа и создается танковый корпус в Карелии. Он подчеркнул, что будут и другие меры, чтобы нейтрализовать попытки давления. В Литве участвуют 8 тысяч солдат, сотни танков, самолетов и кораблей. Учения продлятся 2 недели. Генерал Вейкшнарас заявил, что это сигнал Москве. НАТО готово защищать каждый участок своей территории. Шойгу утверждает, что Европа планирует войну с Россией к 2030 году. При этом разведка Запада считает, что нападение может инициировать именно Москва. Грибаускайте уверена, что угрозы применения ядерного оружия уже не так страшны, как раньше. По ее мнению, это средство утратило значимость после Холодной войны. Сегодня есть другие, более опасные угрозы. А как вы думаете, возможен ли все же ядерный конфликт? Напишите в комментариях. Германия поддержит коллективный ответ на действия России. Канцлер Мерц заявил, что в случае отказа Путина от переговоров, санкции будут ужесточены. Мерц: в Киеве мы уже предупреждали, последуют ограничения на энергопоставки, борьба с теневым флотом в Балтийском море и ограничение доступа России к финансам. Он добавил, что действия начнутся немедленно в рамках ЕС. Условия просты. Если до конца недели Кремль не согласится на прекращение огня на 30 дней, начнется реализация санкционного сценария. Путин в ответ отметил готовность обсуждать перемирие, но только после встречи в Турции 15 мая. Зеленский считает, что Путин боится ехать. Президент Украины подчеркнул, что готов к встрече лично. Это шаг ради людей. Он также сказал, что не нужно отменять запреты на переговоры. Это миф, я себе ничего не запрещаю. Зеленский: если Путин не приедет, это покажет, что Россия не хочет мира. А значит, союзники должны исполнить свои обещания и ввести новые санкции. Между тем, Путин, как сообщает западная пресса, не собирается в Турцию. Кремль даже не формирует пул журналистов, сопровождающих президента. Песков подтвердил, что в Стамбул летят только делегации. Песков: Зеленский все время говорит, что готов к встрече, но зачем вдруг сейчас? Президент Путин предложил переговоры делегаций. Кто войдет в состав, не раскрывается. СМИ пишут о Лаврове и Ушакове. Со стороны США ожидаются Рубио, Уитков и Кёлок. Последний заявил, что везет Тиормшит, предварительный проект соглашения. Кёлок: надеемся, Путин появится. Если будут и Трамп, и Зеленский, может быть реальный шанс на соглашение. Обсуждаются территории,
включая Крым, судьба ЗАЭС, возвращение детей и размещение международных сил в Украине. Он признал, что договориться будет сложно, но компромиссы необходимы. РФ ожидает прямых переговоров с Киевом, но не уточняет, с кем именно. Рябков: мы готовы и надеемся, что это не будет просто пиар. Путин в день новостей о переговорах не комментировал саммит. Лишь отметил: бояться не стоит, проигрывают те, кто паникует. Путин: нужно быть готовыми к любым сценариям. Запад действует себе во вред, но все равно продолжает. Извините за выражение. Украина тем временем обратилась к Бразилии с просьбой поддержать 30-дневное перемирие как основу для переговоров. Сибига: президент Зеленский готов к встрече с Путиным в Турции. Призываем Бразилию повлиять на Россию. ЕС сообщает, что экономика РФ полностью перешла на военные рельсы. Даже если будет перемирие, производство оружия продолжится. Кубилюс: установление мира важно, но мы должны быть готовы к новым агрессиям. Единственный способ их сдержать – усилить собственную оборону. Что думаете, приедет ли Путин в Стамбул? Напишите свое мнение. Какой будет реакция мира, если он не прилетит? Начнутся ли обещанные санкции? Жду ваши ответы в комментариях. Спасибо за поддержку, друзья. Все события недели в отдельном плейлисте. Загляните и смотрите. До встречи